Всем привет и добро пожаловать на первый обзор российских соревнований в новой олимпийской дисциплине двоеборье, который прошел в Москве. Соревнования проходят сначала в боулдеринге, затем в трудности. Из-за того, что на трансляции показывали и мужчин, и девушек одновременно, я решил разделить видео, чтобы было более зрелищно, и наглядно сравнить победителя в двоеборье и остальных участников, которые выступали и боролись также за первое место. Соревнования проходили на старом скалодроме в ЦСКА, он был некоторое время недоступен для посещения и для организации соревнований, но с недавнего времени стало возможно проводить здесь соревнования. Первая трасса находится на лежачке, угол вертикали 5 градусов, очень плохие пассивы и аккуратное расположение. Первую мужскую трассу смогли залезть только два участника соревнований: Рубцов Алексей и Скородумов Сергей. Шарафутдинов Дмитрий, Лужецкий Сергей и Дулуп Егор смогли долезть до зоны. У девушек также первая трасса была очень сложной. Единственная участница соревнований, которая смогла залезть, это Динара Фахридинова, поэтому я поставил в левой части экрана, а Вику Мешкову справа. На всех остальных видео Вика будет слева, потому что по традиции победители находятся в левой части экрана. Справа добавил участниц специально, чтобы было понятно, насколько трудная трасса. В основном все участницы падали с движения на финиш. Из-за того, что очень долго стояли перед финишем, делали это неуверенно движение, и нужно было сразу же делать, чтобы руки не уставали. До зоны смогли долезть все участницы финала. Вторая трасса у мужчин была одной из самых зрелищных. Слева Алексей Рубцов, справа Дулуп Егор. Трасса очень интересная, вначале нужно было подпрыгнуть на стартовой зацепке и одновременно с этим подцепить носочки, тем самым обжать стартовые зацепки, и после этого статично сделать невозможно, нужно прыгать либо правый-левый-правый, либо сразу левый-правый и удерживаться на сильном маятнике. И дальше далась по очень интересным зацепкам, я по ним лазал на чемпионате мира, и со стороны они кажутся очень плохими, но на самом деле у них приятное трение, рука не скользит и держится на нем очень хорошо. Вторую трассу также смог залезть Лужецкий Сергей. Вторая трасса у девушек оказалась, на удивление, также трудной, ее смогли залезть только три участницы. Аккуратное начало и достаточно силовое продолжение трассы. Несмотря на то, что Виктория Мешкова и Елена Красовская тренируются вместе, очень часто участвуют на соревнованиях и на сборах, расклад у них достаточно сильно различается. Если Вика лезет через левую нижнюю зацепку, то Елена игнорирует ее, некоторое время подумала и решила прыгнуть напрямик. Зацепки достаточно активные, и поэтому они хорошо держат на рожатие. Также эту трассу залезла Киприянова Екатерина. Третья мужская трасса оказалась одной из самых простых. На видео Рубцов Алексей и Дмитрий Попов. Также эту трассу смогли залезть Дулуп Егор, Лужецкий Сергей и Скородумов Сергей. Трасса идет по очень сильному нависанию, и здесь важно на самом деле залезть как можно быстрее, потому что следующая дисциплина у спортсменов будет трудность, и нужно как можно больше сил сохранить. Здесь очень хорошо заметно, я ускорил несколько раз, как лезет Дмитрий, и поэтому можно заметить, насколько Алексей более уверенно и более быстро лезет все трассы в финале. Это связано с двумя факторами: большой опыт и, конечно же, старается сэкономить силы перед трудностью. У девушек на третьей трассе будет всего 3 топа: Мешкова Виктория, Евгеньева Анастасия на видео и Красовская Елена. Здесь также можно заметить, насколько Виктория лезет быстрее, чем Анастасия, более уверенно делает движения, меньше сил тратит на раскачивание и быстрее принимает решения. Этот прыжок мне особенно понравился тем, что есть какая-то микросекунда, в которой все 4 конечности не касаются зацепок, и это выглядит очень круто. Четвертую мужскую трассу смогли залезть 5 из 8 участников финала: Рубцов Алексей и Лужецкий Сергей на видео. Также смогли залезть Дулуп Егор, Скородумов Сергей и Попов Дмитрий. Обратите внимание, насколько проще у Алексея расклад, как много сил он экономит, в отличие от Сергея. При этом у Рубцова это вторая попытка, у Лужецкого Сергея третья попытка. Чтобы было чуть интереснее смотреть, я ускорил в 3 раза, и тем не менее Сергей потратил все еще очень много времени, чтобы подлезть в то положение, в котором находится Леша.
По результатам финала в боулдеринге Рубцов Алексей лидирует, у него 4 топа, Дулуп Егор 2 место, Лужецкий Сергей 3, Скородумов Сергей 4 место, Дмитрий Попов 5, Шарафуддинов Дмитрий 6 место, Шевченко Владислав 7 место и 8 место Бытаев Сергей без единой зоны. У девушек на 4-й трассе в левой половине Виктория Мешкова и справа лезет Киприянова Екатерина. Также эту трассу залезла Красовская Елена, Фахриддинова Динара и Заикина Анна. Также обратите внимание, насколько Виктория лезет быстрее и более уверенно, в отличие от Екатерины. Я могу ошибаться, но на мой взгляд, Екатерина более сильная спортсменка физически, а в последней трассе как раз нужны силовые показатели, чтобы было легче залезть, потому что трасса очень нависает и состоит из больших зацепок, которые нужно обжимать. Результаты девушек в боулдеринге. Мешкова Виктория занимает 1 место, Красовская Елена 2, Киприянова Екатерина 3 место, Фахриддинова Динара. Между двумя дисциплинами небольшая реклама. Если вы хотите поехать на скалы вместе со мной или моей командой, переходите по ссылке в описании climbblog.ru, выезды на скалы России и мира. Вторая дисциплина двоеборья – это трудность. Победитель будет определяться путем перемножения результатов болдеринга и трудности. Чем меньше баллов, тем выше результат. Я долго думал, в каком формате показать трудность, потому что всего 8 участников, и я могу показать 1 или 2 спортсменов в финале. И я решил выбрать того, кто займет в дисциплине трудность 1 место, он будет находиться в правой части экрана. И, как положено, победителя в дисциплине двоеборья в левой части. Здесь также предлагаю внимание обратить на то, как лезут участники. У Алексея Рубцова профильная дисциплина — это болдеринг, он тренирует в основном только его, и трудность лазает на скалах. А Влад Шевченко — полная противоположность, он немного тренирует болдеринг, но в основном у себя в родном крае в Крыму, и также в Санкт-Петербурге на самом большом скалодроме Северная Стена. Оба участника подлазают к первому ключу, это далекий прыжок с пассива на другой пассив. Мне очень понравилось, что Алексей берет зацепку на большой красной звезде и сразу же прыгает, в отличие от того, что Влад пытается найти за что придержаться, но в итоге также решается и прыгает. В данном случае Алексей тратит намного меньше сил. При этом, если Алексей не может отдыхать на зацепках, болдерингисты, они не лазают выносливость, потому что она негативно сказывается на болдеринге, на взрывной силе, им намного труднее отдыхать, то есть для них зацепка должна быть достаточно хорошей. А Влад, наоборот, ему даже на плохой зацепке поможет немного встряхнуться. Поэтому видео с Алексеем я уже ставлю 3-й раз на паузу, и мы ждем Влада, пока он отдохнет. Все, кажется, Влад отдохнул, и теперь мы видим небольшую разницу в раскладах. Если Алексей зажимает любую зацепку, то Влад предпочитает пропустить плохой читовский вулкан и пойти сразу на большую черную. Также почти его игнорирует, слегка дохватывается и уходит дальше на щипки. Алексей здесь чуть больше времени потратил, чем Влад, но он скоро его догонит. Сейчас оба участника вылазают на плоскость 45 или 50 градусов, очень сильно нависает плоскость, и все зацепки, насколько хорошими они бы не были, становятся плохими, и на них забиваешься. Когда подклиниваешь колено, это один из немногих вариантов, когда спортсмен действительно может немного отдохнуть. И здесь даже речь не о том, чтобы убрать забитость с рук, а о том, чтобы головой отдохнуть, потому что это финальная трасса, здесь нельзя допустить никаких ошибок, нужно собраться, сконцентрироваться, посмотреть еще раз вперед, куда лезть, какой рукой, принять решение и продолжить свое лазание. Здесь мне больше нравится расклад у Влада, он ставит левую ногу и дотягивается левой рукой до щипка. В то же время Алексей кладет пятку к левой руке, что более опасно. Я не очень люблю ставить пятки, в основном я подцепляю носочки, и в таком варианте ты меньше контролируешь пятку, чем полную стопу на большом рельефе. То есть движение получается более рискованным, и нужно больше сил и концентрации тратить на то, как поставил свою пятку. Но, возможно, Алексей настолько хорошо ставит пятку, что даже не подумал об этом. Последнее место, где участники могут отдохнуть, точнее участник, это Влад. Алексей здесь просто помагнетился, игнорируя место отдыха, и продолжает свое лазание дальше.
Сейчас наступает ключевое лазание. После сильного нависания обычно рутсеттеры, люди, которые готовят и крутят трассы, стараются крутить маленькие мизерки или очень плохие пассивы, что еще хуже. Пальцы уже забиты, и здесь достаточно трудно лезть, также мозг уже не очень хорошо работает, и спортсмены, как правило, начинают допускать ошибки. На предпоследнем перехвате мы теряем Алексея Рубцова, делает слишком динамичное движение и не удерживает пассив, а Влад Шевченко продолжает свое лазание. Влад здесь выглядит довольно свеженьким, смотрит, куда поставить ноги, как лучше расположиться, и особо долго не думая встает сразу на финишную зацепку. Итог двоеборья. Алексей Рубцов занимает первое место, Дулуп Егор второе место, Владислав Шевченко третье место, Скородумов Сергей четвертый, Лужецкий Сергей пятый, Попов Дмитрий шестой, Бытаев Сергей седьмой и Шарафуддинов Дмитрий восьмое место. Мы переходим к женской трассе, справа лезет Фахридинова Динара и слева Виктория Мешкова. Виктория, так же как и Алексей, лезет достаточно быстро, в отличие от Динары, которая отдыхает достаточно много, поэтому много мест, где я буду также ставить Викторию на паузу, чтобы уравнять их скорость движения. Хочу немного рассказать про баллы. У мужчин получилось так, что первое, второе, третье место получили балл в виде однозначного числа, у девушек то же самое. Первое место займет Виктория Мешкова, у нее будет 2 балла, второе место займет Динара Фахридинова 4 балла, Красовская Елена 6 баллов. И дальше девушки, которые не попали в призы, это Киприянова Екатерина 12 баллов, Заикина Анна 30, Евгеньева Анастасия 40, Просекова Олеся 48 и Веретенина Дарья 49 баллов. То есть, если вы хотите попасть в призы, вам нужно получить однозначное число. А тем временем Динара продолжает отдыхать, а Виктория немного помагдазилась и сразу будет делать движение дальше. Конечно же, можно много говорить про преимущества и недостатки спортсменов, которые выше или ниже ростом. И, конечно же, бывают исключения, но в трудности, как правило, девушки с ростом 1,60 м лидируют. Это связано с коэффициентом веса и размера пальцев. По сути, все пальцы и предплечья плюс-минус у всех людей одинаковые, но разница большая в весе. Чем легче спортсмен, тем меньше у него нагрузка на пальцы. Плюс, чем ниже спортсмен, тем у него короче рычаги, а значит намного легче себя вытягивать. Но это уже компенсируется тем, что перехваты, как правило, далекие. Но несмотря на это, Динаре будет всегда намного проще прыгать в трудности, чем Виктории, потому что нагрузка будет на пальцы намного меньше. Ну и плюс, Динара постоянно прыгает, из-за того, что она чуть поменьше, ей всегда нужно чуть больше динамить, а значит она по своим характеристикам чуть более динамична. Такое на самом деле часто встречается у меня на тренировках, когда ко мне приходят ребята, у которых рост 1,80 м, 1,90 м или даже больше, они очень плохо прыгают, потому что они привыкли всегда дотягиваться. Здесь то же самое. Динара всегда прыгает, и ей достаточно легко прыгать. А если встречается какое-то длинное движение для Виктории, то она начинает немного мешкаться. Но как мы видим, Вика тоже очень хорошо прыгает. Наверняка специально тренировала этот навык, потому что на мировых соревнованиях нельзя долго думать, нужно постоянно лезть наверх. Нельзя стоять, нельзя отдыхать, это тратит ваши силы, и чем больше вы будете мешкаться перед прыжком, тем ниже вы долезете. Так же, как и на мужской трассе, перед вылазом на менее нависающую плоскость участницы пытаются отдохнуть максимально, потому что они знают, что в конце будет самая трудная часть, и именно там они разложатся по результатам.
Сейчас Динара будет прыгать на финишную зацепку, и обратите, пожалуйста, внимание, как далеко у нее находится таз от стены. Когда она уже прыгнула на финишную зацепку, ей было очень трудно ее удержать, именно из-за того, что тело находилось далеко от стены. Итак, вы можете посмотреть полностью результаты соревнований с баллами и местами, которые заняли спортсмены и спортсменки. И всем большое спасибо, кто подписался на мой Patreon канал, вы поддерживаете выход таких вот роликов. Также на Патреоне вы можете найти мои тренировочные планы по ОФП и СФП. Такие планы рассчитаны на то, что они будут мотивировать вас делать больше ОФП, потому что у многих с этим большие проблемы. Полазали, сил не осталось, уже неохота что-то делать, а у вас будет план, и вы сможете по нему тренироваться.